Вот я приготовила свои конвертики. Начинка. Очень вкусные такие. Немножечко подгорели, конечно. Вышли мы на прогулочку. Сейчас погуляем. И пойдем за Аделиной в садик. Сейчас у нас уже время 4 часа, 5 час. Можно уже забирать. Да, Амелька? Идем? Амелька в новом комбезике. Ага. И пачкать. И пачкать сразу, да? Вставай, Амель. Че устраиваешь-то? Выгуливает новый комбезик. Тут земля такая сырая, мокрая. Сейчас грязи наберем. Много грязи наберем, козам. Да. Идем, поспим в коляске. Идем. У меня до сих пор голос простужен. Я немного болею. Никак выздороветь не могу. Осень дает о себе знать. Придем домой, покажу нашу кухню. На каком этапе наша кухня. Фу, кака! Кака! Нельзя. Идем в коляску. Пойдем? Мам! Да, идем скорее. Мы потом с этой обувью зайдем в садик, да? Грязный. Выгонят нас нафиг. Придется снять, наверное. Идем, садись в коляску. Такая погодка. Небо такое. Вчера был дождик весь день, сегодня уже хорошо. Ну, прохладно. Амель, листочки собирай давай. Не халтурь. Букетик сделаем, да, Паки? Букетик сделаем. Да. Так я выгляжу. Кстати, я купила куртку. О, все, она там уселась. Купила черненькую куртку, вот такую теплую. И в ней очень кайфово. Она свободная, нигде ничего не тянет. Классная курточка, дома в зеркале покажу. Вот такая просторная, широкая. С пуговки. Здесь капюшончик. Есть такой капюшон без меха. На зиму самое то. Мне этот мех искусственный надоел уже. Вот такая вот я простуженная, сопли текут, покашливаю немножко. Короче, такие дела. И Аделина до сих пор кашляет. Я не знаю, как этот кашель вылечить. Наконец-то уже. Может, кто подскажет какой-то рецепт домашний в плане народной медицины, а не какие-то там химические лекарства. Хорошее средство, чтобы кашель остаточный убрать. Потому что она утром прям хорошо так откашливает с мокротой. Меня это смущает, что так долго, уже недели 2 точно. Ну, уже 3-я, наверное, пошла неделя. Но у нее обычно так всегда, конечно, она долго кашляет. И я сама, в принципе, так же. Амель, покажись. Смотри, привет, скажи в камеру. Привет. Уже чумазик? Ты уже землю там нахватала, да? А? Курточку пачкаем новую? Пачкаем курточку, да, ходим? Гуляем. Пока погода нормальная, дождика нет, надо погулять. А то вчера дождик, весь день был дождик. И прям ничего делать неохота, только спать охота и все. Ой, привет. Кстати, у меня сейчас болела голова дома. Вышли на улицу и боль прошла. Так хорошо стало. Так что свежий воздух нужен обязательно. Аделька, привет. Привет. Мы вот идем из садика, а у них скоро утренник. И она вот стишок уже даже выучила, да? Да. Давай-ка расскажи. Я свекровка. Стоп!
Остановись, давай Я рассказывай. свеколка, я милашка, фиолетовая рубашка. Без меня не вигрет, не получишь на обед. Молодец! Такая классная ты. И стишок какой красивый, да, выучила? Да. Когда у вас утренник-то будет? На следующей неделе? Мы... Только платьишко мы не взяли, да? Какое-то платьишко надо подобрать. Где ж его купить-то? Что, будешь гулять на площадке? Буду. Только жвачку надо купить, потом тубу. А жвачка вон там в магазинчике. Что Давай. будем делать? Давай выбирай. Выбирай, или жвачка, или площадка. Потом я сюда обратно не пойду просто, Адель. А куда? На мою площадку пойдет? А что там на нашей делать? Играть что-то. Ну, пошли в магазин, зайдем, потом посмотрим. Вот этот. Да. Ну что, мы вот дома пришли, в садик, прогулялись. Амелия у меня пока спит. А я вам хочу показать свою куртку, которую я купила на китайском рынке, в китайском магазине. У нас он называется «Дом одежды». Кстати, в этом магазине, где мы брали вот эту куртку, там есть такая прикольная детская игровая зона, типа игровой комнаты, абсолютно бесплатно, типа считается для, для посетителей, в общем, те, кто приходит с детьми. Детей могут оставить и сами выбирать, например, обувь. Ну, там рядышком ходить. И там есть женщина сидит специально, которая присматривает. Вот. В общем, я купила вот такую куртку на зиму. Она, конечно, на холофайбере, как и все куртки производства Китая, да? Но что поделать. Натуральную куртку тяжело найти, а если и найдешь, то стоит она очень дорого. Вот эта куртка стоит 2300. Между прочим, очень даже нормальная цена. Если бы я ее заказывала с интернета, например, с садовода, она бы, возможно, стоила, например, 2, а учитывая доставку, мне бы даже дороже, наверное, вышло. Поэтому смысла покупать нету через интернет. Здесь вот такие пуговки, точнее замочек. Замочек и пуговки еще. Дизайн прикольный. Здесь такие кармашки. Довольно вместительные, хорошие. Ничего оттуда не вываливается. Вот здесь вот прикольная резиночка такая. Тоже удобно очень. Тепло. В общем, в ней сейчас очень комфортно, очень тепло. И даже очень-очень тепло. Даже душно в ней становится. Мне вот нравится то, что здесь такая шея. Мощная такая, непродуваемая. Очень прикольно придумали. А выбирал ее Дамир. Подсказал мне. То есть я ее даже не заметила бы, наверное. Я сначала мерила, короче, такой цвет. Типа между зеленым и серым. Какой-то такой вот оттенок прикольный был. Я прям в нее влюбилась, она мне так понравилась. И в итоге я померила свой размер. А там пуговицы одной нет. Ну, вот такой вот штучки там не было, короче. И все. И пришлось ее обратно положить. Вот как-то так. А потом Дамир предложил мне вот эту померить. И она тоже так же отлично села. И дизайн, фасон точнее, у них похожий. Я примерно такую же мерила. Только там кармашки были вот так вот прямые какие-то. Вот, в общем, такая покупочка. И сейчас еще покажу вам кухню.
на каком она этапе. Если я не разбужу Амелию. Сейчас я сниму куртку и покажу вам. Вот так сейчас выглядит наша кухня. Здесь у нас кусок гарнитуры стоял, мы его освободили и убрали. Убрали мы его вот сюда в коридор, чтобы он не мешался, чтобы не мешался клеить обои. В общем, стены все освободили, все здесь беленькое, чистенькое. И в итоге мы пригласили мастера, который будет клеить нам обои. И перед поклейкой обоев мы, значит, сделали вот такую, точнее, мастер нам сделал вот такую работу. Вот эти плинтуса каким-то средством, короче, приклеил вместо клея. То есть они типа приклеил, и не надо их потом отклеивать каждый раз. Завтра мы будем клеить уже, точнее, нам приклеит обои, потом следующий влог выйдет уже с готовыми обоями. Я очень на это надеюсь. Такая вот кухня. Так кажется просторно, так кажется много места, со светлыми стенами, очень классно смотрится. А с обоями будет еще круче смотреться. Конечно, вот это вот, ой, хочется как-то спрятать, убрать. А здесь у меня варится картошка, морковка, яйца. Уже сварились, кстати. Я буду делать салат оливье, только забыла купить горошек, потому что у нас колбаска в холодильнике есть. Я решила сделать салатик. Вот. Смотрите, сколько у меня тут огурцов, кстати. Пока цена на них нормальная была, 50 или 60 рублей. Сейчас резко, кстати, повысит на них цены, поэтому я немножко прикупила, чтобы успеть поесть до зимы. И еще, короче, для меня новинка. Угадайте, что это? Многие знают, наверное, ППшники. Это авокадо. Я все не решусь его разрезать, посмотреть, что там внутри. Авокадо у меня вышло на 300 грамм. И стоит оно 117 рублей. Мне кажется, это очень дорого. Но хотя на рынке, наверное, они еще дороже стоят. Можно с ним делать бутербродики, что-то в этом роде. Я так понимаю, это полезные жиры, которые можно употреблять вместо сливочного масла. Ну вот как я поняла, я не знаю. Подправьте меня, если я не права. Буду его пробовать на деле. Посмотрю, скажу потом, как по вкусу. И вот эту ряженку, кстати, я буду сейчас пить. У нас уже вечер, я приготовила ужин. Ну, не то чтобы ужин, чтобы на завтра еще поесть. Гречку с зажаркой. И приготовила салатик оливьешечку. Мы его уже вовсю пробуем. Хотя вечер и нельзя такое кушать, но куда деваться, да? Аделина захотела, я ей положила. В общем, здесь горошка только не хватает. Завтра можно добавить горошек. Будет еще вкуснее. А Амелия, смотрите, как кушает. Она у нас за столом не умеет кушать, не любит, не хочет. Ей все на полу надо, да, Амелька? Тоже дала ей попробовать немножко. Чего там упало? Ну как, вкусно? Да. Сейчас покушаем. Потом будем собираться спать, да? Да, завтра садик. Вставать рано, да. Здесь Аделина какие-то эти нарисовала. Что это такое? Это я рисовала. Куколку? Да, куколка. Куколка это у нее Потом такая. хоть теперь Ну стало. ладно, высохнет. А вот эту куколку она Катя. понесет в садик завтра играть. Она ее уже носила, завтра еще раз понесет. Ну, а я в свою очередь хочу сказать вам спасибо за просмотр, спасибо за ваши лайки, комментарии, за добрые слова. И спасибо, что вообще смотрите нашу семью, наши влоги, мне очень приятно. Всем пока-пока, до новых встреч!